Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем обсуждать тему о валиках. Сегодня поговорим о длине ворсы. Имеет ли это значение для того, чтобы достичь максимального эффекта идеальности в покраске потолка? Рассмотрим три валика, которые мы используем для этого. Мы это используем фирмы Anza. Я не буду рекламировать эту фирму, просто расскажу о том, каким инструментом мы работаем. И он себя зарекомендовал, этот валик, зарекомендовал себя качеством, долговечностью и, конечно, результатом. Три валика. Почему три? Потому что эти три валика имеют разную длину ворсы. От 8 до 18 мм. То есть 8, 12 и 18. Давайте посмотрим первый валик, который имеет размер 8 мм. Это валик полиамидный Anza Flurox. Обратите внимание, как он выглядит. То есть еще раз посмотрим. Вот, диаметр ворса 8 мм. Да, это он. То есть он идеально подходит для покраски потолка. Но выглядит он, из-за того, что у него ворса маленькая, 8 мм, на что это влияет? В первую очередь это влияет на то, сколько краски валик в себя будет впитывать. То есть если у вас потолок имеет большой размер, допустим, больше 10 квадратных метров, вот, и соответственно, если он слишком широкий или квадратный, вот, то в таком случае этот валик не совсем хорошо подходит по одной простой причине, что вам больше надо макать в краску валик, чтобы раскатывать его. То есть вы больше прерываетесь, соответственно, у вас больше будет полос на потолке, которые нужно будет перекрывать и сводить на нет уже следующим нанесением краски. То есть это составляет определенную трудность по понятным причинам. Но плюс в таком валике это то, что вы можете добиться максимально гладкой поверхности за счет того, что ворса у него маленькая. Вот. И за счет того, что краску, если вы в правильной пропорции замешаете, а о краске будет отдельное видео, которое дальше я вам покажу. То есть это отдельный разговор по краске, пока не будем в это углубляться, потому что от краски тоже много зависит. Вот. Но мы сейчас поговорим о валике. То есть если у вас ворса, вот в частности 8 мм, вот, вы можете добиться более гладкой поверхности. И это понятно. То есть меньше будет шуба, соответственно, когда высохнет, будет эффект более гладкой поверхности. Давайте посмотрим следующий валик. Следующий валик, который здесь представлен. То есть этот мы рассмотрели валик, получается, Flurox называется, если вот брать Anza. Вот, следующий идет валик полиамидный Anza Rulix. Так, сейчас посмотрим характеристики его. Выглядит он с желтой прожилкой. Видно тоже скошенные края у анзовских валиков у всех. То есть это очень важно для максимального эффекта покраски. Здесь 18 миллиметров. Нет, это не этот валик. То есть они здесь не по порядку. То есть этот валик я чуть дальше покажу. Вот, то есть этот валик идет средний промежуточный. Вот. Анзовский валик Titex полиамидный. О, нет, извините, не этот. Вот нижний, тоже анзовский Titex. Вот нажимаю на него. Вот. Вот так вот выглядит. Так выглядит средний валик, и обычно практически процентов 80, может быть 70, мы всегда такой валик используем. То есть он идет для средних объемов. Таких объемов, как 15-20 квадратных метров потолка, когда красим. То есть в чем примечателен этот валик?
чем примечателен этот валик? Этот валик примечателен тем, что длина ворсы у него оптимальная, составляет 12 миллиметров. То есть это средняя длина ворсы, которую мы использовали. Вот. Благодаря этому есть больше возможностей впитываться краски для того, чтобы нанести более длительный мазок валиком. То есть получается, мы больше краски впитываем, больше раскатываем, соответственно, меньше полос на потолке и, соответственно, больше участка прокрашиваемой поверхности за один раз нанесения краски. Это очень важно, особенно если учесть, что потолок у нас в размере увеличивается. Как я еще раз повторю, 15-20 квадратов, то есть уже таким валиком более оптимально красить. Вот. Но уже ввиду того, что у нас увеличивается ворса, соответственно, увеличивается рисунок. Рисунок увеличивается из-за того, что ворса у нас становится больше. Это понятно, более текстурным становится. Хотя на такой высоте, как 2,70-3 метра, это несущественно бывает заметно. Вот, и на это закрывает глаза. Но оговорюсь еще, что когда мы будем говорить с вами в следующих видео о краске, то мы там обсудим другой момент, как сделать так, чтобы даже крася таким валиком, сделать рисунок более гладкий, чтобы не был таким текстурным. Вот. Это уже совсем другой разговор. Это мы будем конкретно уже о краске говорить. Сейчас мы говорим о валиках. То есть, благодаря такому валику, длина ворсы которого 12 мм, рисунок будет более текстурным, чем 8 мм, но вы сможете покрывать больший объем потолка. Это очень важно. То есть, если вы будете использовать тот же валик, который 8 мм, это будет сделать намного сложнее. Теперь давайте посмотрим еще последний валик, который мы использовали, который я вот сейчас только включил, с желтой прожилкой. Этот валик для объемов идет. Как раз валик Rulex анзовский. Вот, я уже прочитал. То есть у него длина ворсы 18 миллиметров. Вот так вот он выглядит. То есть этот валик идет уже для объемов. То есть если потолок у вас до 30 квадратных метров, если длина стен у вас более 5 метров, в пределах где-то, ну, конечно, там может 3 на 5, например, идет размер, там, ну, точнее не 3 на 5, а 5 на 5, там 25 квадратов. То есть таким валиком более это делать реально и оптимально, потому что вам больше краски хватает для того, чтобы прокатать, соответственно, впитывает она больше и отдает больше краски. То есть это по понятным причинам, но минус такого валика в том, что у вас получается текстура более, то есть больше ее надо раскатывать, потому что она более рельефная из-за того, что ворса валика длиннее. То есть это понятно. То есть такая закономерность есть. Чем ворса длиннее, тем вы будете больше покрывать объема, но рисунок будет текстурнее. То есть вот такая простая формула, которую следует запомнить. Но если вы поведетесь на то, чтобы у вас был гладкий потолок и будете красить 8-миллиметровым валиком, у которого 8 мм ворса, большие объемы, то здесь вы потеряете то, что у вас будет много бликовать полос, потому что вы будете чаще макать, у вас будут чаще высыхать стыки, которые вы не сможете разогнать из-за того, что у вас будет полусухой валик, ввиду того, что вы мало будете его пропитывать. То есть это очень важный момент, и очень многие допускают, ну, многие мастера допускают серьезную ошибку именно в этом, в том, что они не обращают внимания на длину ворсы. Вроде бы, казалось бы, всего лишь каких-то там 5 миллиметров, а как они существенно играют роль. Вот такое маленькое дополнение к видео о валиках. В описании я оставлю ссылочку на все плейлисты, которые были на эту тему. Подписывайтесь на канал, дальше будет интересная тема по поводу того, как выбрать хорошую краску и на что следует ориентироваться, чтобы достичь максимального эффекта. Спасибо всем за просмотр. Небольшое напоминание.
Это уже третий фильм, посвященный теме, как идеально покрасить потолок. Вы можете сохранить этот плейлист. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы в дальнейшем не пропустить цикл новых фильмов, посвященный этой теме. В частности, еще раз повторюсь, мы поговорим о какой краской еще красить, также какой техникой это делать, то есть как правильно красить, какие вообще существуют техники и насколько они успешны именно в исполнении, именно в достижении идеального результата. Это будет дальше. До этого мы обсуждали уже вопрос о поверхности, какая должна быть поверхность, и чтобы краска ложилась хорошо и однородно. И обсудили о валиках. На этом все. Спасибо за внимание.